Глубоко под поверхностью Земли скрывается Сандон, крупнейшая из известных пещер нашей планеты, настолько грандиозная, что внутри нее существует полностью самоподдерживающаяся экосистема с собственными климатическими условиями, где на глубине сотен метров под землей формируются облака, подобные тем, что обычно парят в небе. Здесь сохранился нетронутый доисторический тропический лес, укрытый далеко от солнечного света, и протекает обширная подземная река. От прозрачных рыб и ярко окрашенных обезьян до более чем 260 эндемичных видов растений и животных этот подземный мир поражает разнообразием жизни. Совсем недавно здесь были обнаружены несколько ранее неизвестных науке животных, существующих исключительно в этом месте. Протянувшись почти на 9,5 километров, пещера вмещает около 40 миллионов кубометров пространства, а ее проходы настолько огромны, что внутри них мог бы свободно разместиться 45-этажный небоскреб. Гигантские звездчатые каменные образования возвышаются словно башни древних городов, и, оказавшись внутри, невозможно не почувствовать себя крошечным существом. Кажется невероятным, но в Сандоне встречаются фитокарстовые образования, камни, которые медленно тянутся к солнечному свету, напоминая полуживые организмы. Здесь же находят редкие пещерные жемчужины и множество других уникальных форм, сформировавшихся за миллионы лет, ведь с момента своего образования, около 3 с лишним миллионов лет, этот мир оставался полностью скрытым от человечества, пока в начале 21 века о нем не стало известно, а окончательное исследование завершилось лишь в 2009 году. Доступ в пещеру строго ограничен ради безопасности людей и сохранности хрупкой среды, и экспедиции сюда организуются единственной уполномоченной компанией. Путь к Сандону начинается с многочасового перехода через густые джунгли, длящегося около 8-9 часов, после чего предстоит пройти через соседнюю пещеру, входящую в число крупнейших в мире и служащую воротами в этот подземный гигант. Поэтому к путешествию необходимо быть готовым ко всем возможным испытаниям. Прежде чем отправиться вглубь, участники тщательно изучали доступные материалы о Сандоне и его окрестностях, чтобы понимать, с чем им предстоит столкнуться. И вскоре они достигли внутреннего пляжа пещеры, место, веками формируемое водой близлежащих рек. Здесь высота потолка достигает примерно 140 метров, а ширина и высота пространства приближаются к 210 метрам. В сезон паводков почти все это пространство оказывается под водой, и уровень поднимается так высоко, что может поднимать предметы на десятки метров, о чем свидетельствуют следы на скальных стенах. Перед глазами раскинулось завораживающее озеро, и удержаться от быстрого снимка было невозможно. На закате эхом разносится пение быстрых птиц, обитающих здесь. Их короткие и слабые ноги не позволяют им взлетать с ровной поверхности, поэтому, оказавшись на земле, они обречены, и один из таких неудачливых птиц встретил здесь свой конец. На рассвете группа была готова отправиться дальше, вглубь Сандона, и если называть предыдущие пещеры районами, то Сандон ощущается как целый подземный мегаполис. По мере продвижения в темноту десятки сверчков начинают хаотично прыгать из стороны в сторону. Земля покрыта слоями древнего гуана. На потолке висят бесчисленные летучие мыши. Некоторые из них бодрствуют и постоянно испражняются. Так что смотреть вверх — не лучшая идея. Руки быстро покрываются следами этого подземного дождя. Путешественники проходят мимо образований, напоминающих травертин. Известняковые ступени ведут по тропе глубже, и внезапно открывается потрясающий вид на потоки воды, спускающиеся с обеих сторон. Пещера словно принимает гостей в самом сердце скрытых джунглей, но впереди ждет еще более глубокое погружение. По пути к одному из участников тянется пиявка, медленно, но настойчиво, и вскоре становится ясно, что она уже успела насытиться.
Под ногами лежит известняк возрастом около 450 миллионов лет, начавший формироваться задолго до появления людей и даже динозавров, состоящий из раковин и скелетов древних морских существ, осевших на дне океана и сжатых миллионами лет. Но поскольку кальций легко растворяется в слабых кислотах, дождевая вода постепенно размывала породу, создавая пустоты и обрушения. Именно так и возникла крупнейшая пещера мира. После сложного подъема группа достигает величественного входа в Сандон. Все включают фонари, и путь ведет через проходы, наполненные надеждой и ожиданием. Здесь так много неизведанного, что не исключено открытие новых видов. Даже люди у входа кажутся крошечными. И всего через несколько шагов путешественники оказываются среди невероятных пещерных образований. Вода, насыщенная минералами, стекает с потолков и стен, со временем создавая прекрасные известняковые бассейны. Первое существо на пути — обычный сверчок, но далее встречаются сверкающие осадочные породы чисто белого цвета, напоминающие алмаз. Рядом возвышается бронзово-коричневый сталагмит, похожий на застывший водопад. Оттенки указывают на присутствие железа и других минералов. Некоторые сталактиты обрушились и лежат на земле, а одна из линий указывает на древний тектонический разлом, ведь гигантские размеры Сандона объясняются не только водной эрозией, но и движениями земной коры, создавшими пути для воды. В глубине течет мощная река с быстрым течением, и упасть в нее означает не иметь шансов на спасение. Сильные дожди питают этот поток, и даже на большом расстоянии от входа сюда попадает почва и семена растений, которые, правда, не выживают без света, но вместе с ними заносятся споры, поэтому в темноте прекрасно чувствуют себя грибы. Следы недавнего наводнения повсюду, будто все произошло совсем недавно. Группа достигает одного из крупнейших залов, самой просторной части пещеры, где возвышается крупнейшее в мире осадочное образование высотой около 78 метров, формировавшееся почти 900 тысяч лет благодаря воде, капающей с потолка. Огромные размеры объясняются тем, что потолок здесь поднимается более чем на 170 метров, а ширина превышает 130. Пространство сравнимо с объемом высотного здания, и даже крупный самолет смог бы пролететь внутри. Впереди виден свет. По пути на Земле заметны мутно-белые пятна, паутины воронковых пауков, реагирующих на вибрации. Рядом вырастают песчаные башни, образованные каплями воды, защищающими участки под камешками от эрозии. Издалека они напоминают миниатюрный город. На вершине одного из таких образований стоит участник группы, подчеркивая масштаб. После нескольких километров пути достигается место для ночевки, откуда кажется, будто впереди выход, но это лишь первая из двух огромных воронок. Разница температур между внешним и внутренним пространством создает туман и облака внутри пещеры, за которыми скрывается область, получившая свое неофициальное название, исследование которой отложено до следующего дня. Наутро путь продолжается через узкие проходы, где свисают липкие нити светящихся личинок, излучающих голубовато-зеленый свет и заманивающих насекомых. Известняк здесь — один из самых древних в регионе. Его возраст превышает 400 миллионов лет. Некоторые морские существа стали частью породы, другие превратились в окаменелости. Капли воды требуется около 20 секунд, чтобы упасть с вершины стены высотой примерно 140 метров. Если посмотреть вверх, можно увидеть деревья тропического леса, окружающего провал. Причина его существования — древнее обрушение крыши, ослабленной рекой, что позволило солнечному свету проникнуть внутрь и породить водоросли и мхи. Далее путь ведет ко второй, более масштабной воронке, где внезапно открывается настоящий подземный лес, образовавшийся на месте обрушения потолка в результате пересечения разломов. Поверхность находится более чем в 250 метрах над головой. Солнечный свет создал новую экосистему.
Растения и животные адаптировались к экстремальным условиям. Почва здесь глубокая и плодородная, во многом благодаря гуано летучих мышей, накопленному за миллионы лет. В каждой ямке скрывается насекомое, строящее ловушки. Джунгли огромны. Здесь обнаружено более 200 видов растений и около 60 видов животных. На деревьях обитают обезьяны, редчайшее явление для пещер. По пути встречаются многоножки, змеи, остатки улиток, разбитых камнями, следы их трапезы повсюду, и легко забыть, что все это находится внутри пещеры. В последний день путешественники проходят через затопленный участок с нефритово-зеленой водой. Осадочные породы выглядят словно произведение скульптора. В водоемах плавают слепые рыбы, полностью утратившие зрение и полагающиеся на другие чувства. Рядом слепые сверчки, не реагирующие на движение. Встречаются гигантские пещерные жемчужины, сформировавшиеся вокруг песчинок за сотни лет и достигающие размеров теннисного мяча. Неожиданно обнаруживаются оленьи кости возрастом около 500 лет. Впереди остается последнее испытание. Карстовая стена высотой почти 80 метров, прозванная Великой Стеной. Путь к ней лежит через длинный, заполненный водой проход, где свет не достигает вершины, а за стеной, с расстояния около полукилометра, уже виден свет выхода. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.